Привет, дорогие подписчики, а также гости нашего канала «Счастье есть». С вами я, Андрей, за кадром Олеся. Привет, привет! А готовить я сегодня буду хачапури по-мегрельски. А скажу больше, это даже королевская хачапури из всех хачапури, которые вы пробовали. Итак, приступим. Использовать я буду следующие ингредиенты. Мука 450-500 грамм, дрожжи, живые дрожжи, соль, сахар, растительное масло, яйца. Масло 50 мл. Это можно будет посмотреть в описании. Яйца, отделенные от белка, теплое молоко. Может быть, нам понадобится еще теплая водичка, посмотрим по ходу приготовления. И, конечно же, сыр. Сыр сулугуни и мертинский сыр. Вот этот вот кусочек я отхватил вчера, но просто из остатков на рынке мне удалось найти. Найти его, скажу я вам, нелегко. И добавлю я тоже слабосоленым сыром брынзы. Так, ну что же, приступим. Сначала заготовим тесто. Это волшебный процесс. К нему нужно подходить с любовью и с осторожностью. Вы имеете дело с живыми организмами. Так, я налью немножко молока. Теплого. Не полностью, приблизительно 100, наверное, с чем-то миллилитров вышло так у меня. Добавлю сахар, 15 грамм. Добавлю сахара и, конечно же, живые дрожжи. Немножечко размешаю. Я добавлю сюда немного мучицы. Мучицу я рекомендую вам просеивать. Достаточно смешал закваску. Теперь накрою ее полотенчиком, можно накрыть пленкой. Буквально на 15-20 минут нужно поместить в теплое место. А пока наша опара подходит, товарищ Джан, я займусь начинкой. Сначала поломаю мягкий солененький сырок. Вот так вот мы его разделяем. Что касаемо сыра мертинского, действительно редкий продукт у нас, по крайней мере. Его найти оригинал сложно. В магазинах вы точно не найдете. Нужно смотреть в каких-то лавчонках, а лучше всего на рынках. Если вы не найдете мертинский сыр, в принципе, вы можете заменить его брынзой. Брынза, грузинская брынза, собственно, это и есть мертинский сыр, но выделена определенным образом. Делаем замечательную начинку. Так вот можно поперемешать сначала. Сулугуни я натру на крупной терке. На крупной терке натираем. Теперь я объединю. Нежно объединю эти три вида сыра. Ну, дорогие мои, оставлю на глазок, сколько я планирую сделать из такого состава пару хачапурин. На обсыпку, наверное, вот так вот где-то у меня пойдет на глазок. Вообще желательно, ну, зависит все от размера. Ладно, посмотрим по ходу. А вот это вот я все добавлю в общую смесь, в общую начинку. Достаточно будет такое количество. Так, что же, все это нужно делать руками. Аккуратненько перемешивая. Ну вот, как-то так. Теперь добавлю сюда один желток. Так, аккуратненько так отсоединю от остальных. И добавлю мацони. Куда же без него? Здесь у меня 50 грамм мацони. Полностью добавляю. И щепоточку соли. Вот так вот. И все это перемешаю.
руками надо делать? А чем? Ложь. Накрою пленочкой и дам настояться, пускай отдыхает. А пока приготовим тесто. Все. Так, ну что же, подошло время посмотреть нашу опару. Шикарно. Шикарно. Замечательно. Так, ну что же, приступаем к замешиванию теста. В опару добавляем яичко. 2 желтка, да, вот оставшиеся у меня. Вот так вот. Так, ну что же, теперь добавляю муку. Ну, вот таким вот образом. Так, долью остатки молока. Может быть, понадобится водичка. Сейчас посмотрим по консистенции. И добавим 50 мл растительного масла. И начинаем вот так вот вымешивать. Сначала лопаткой, а потом и руками. Смотрите по ситуации. Тесто может оказаться немножко жидким и липучим. Добавьте чуть мучицы. И чуть-чуть. Ну вот так. Достаточно. Погружаем в мисочку. И дадим настояться этому тесту с часок. Я думаю, что часа будет достаточно. Оно должно отдохнуть, набраться сил и подготовиться к решающему исходу. И оп! Вот так вот. Вот такое замечательное тесто у меня получается. Смотри, смотри внимательно. Что это? Ну, это еще не все. Тесто достаточно выросло. Вот еще немножечко вот так вот сдуем его. Обомнем. Обомнем. Тесто. Так. Отделяем. Чудесно. Чудесно. Ну что же, тесто у нас подошло. Еще минуточек на 15 мы его подержим для полной готовности. Оп. Так, что там у нас? Опа! Шикарно, шикарно, шикарно. Ну что же, вот с таким тестом уже можно работать. Приступаем. Легко отходит. Вот это вот повторное томление теста на 15-20 минут, оно необходимо. Все, больше мы не будем насиловать наше тесто, мое тесто, а просто изымем его из этой мисочки. Ну вот, дорогие мои, получилось у нас 2 вот таких вот шарика заготовки для хачапури. Еще раз
полотенчиком, пока уберем ее в сторонку. Вот сюда пускай стоит. Я не буду раскатывать скалкой. Я сделаю заготовку руками. Толщина лепешки, ну, где-то, наверное, сантиметр оставлю. Вполне достаточно 1 сантиметра толщины. Вот как-то вот так вот. Вот где-то я чувствую, что 1 сантиметр. Нормально, небольшая, средняя лепешка. Даже можно вот замерить здесь. Получается она у нас в диаметре. Сколько здесь? 20 сантиметров. О, 20. Это диаметр, да? Да, диаметр 20 сантиметров. Ну, чуть-чуть побольше, наверное, до 22 в диаметре я догоню. Все. Напополам на глазок, да? Давай сейчас сначала один ступлю. Сыр настоялся, я из него делаю вот такие вот шарики. Надеюсь, что я на глазок ровно разделил. Если не ровно, где-то добавлю, где-то убавлю. Так, что же? Заготовочки сырные у нас готовы. Тесто подразмято. Толщиной, как я и говорил, где-то сантиметр. Ну, что же. Берем шарик и защипляем тесто вокруг шарика. Вот так вот собираем. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. Шикарно. Отложим пока в сторонку. И подготовим второе. Ну и вот. Сейчас я опять же дам немножко настояться. Минуточек 10-15 под пленкой. И буду укладывать на противень. Да, предварительно я включил духовку. Ставим, не прогадаете, 200 градусов плюс-минус. Вверх-вниз без конвекции. Так. Прекрасно. Прекрасно. Пытаемся ладошками, пальчиками прочувствовать, распределить сырную начинку более-менее равномерно. И это получится. Видите, тесто поддувается немножечко. Ну, нужно аккуратненько. Аккуратненько подспустить. Вот так вот. Так, ну что же, вот достаточно я распределил начинки. Не забываем в серединке сделать небольшое отверстие для выхода паров. Так, теперь нужно
нам яичком смазать поверхность. И посыпаем оставшимся сыром сулугуни, который мы оставили специально для этой цели, чтобы поместить сверху. Шикарно. Шикарно. Духовка достаточно разогрелась, я считаю. И помещаем нашу замечательную хачапури в духовку. Так, ну что же, прошло 15 минут. Достаем наше чудо из печи. Одену перчатки, дабы не обжечь пальчики. Опаньки. Вот такая прелесть. Ребятушки. Ребятушки, дорогие. Вот такое вот чудо. Горячо. Горячо. Дадим ей немножечко осесть. Остыть. Чуть-чуть остыть. Чуть-чуть подосела. Давайте посмотрим, что же там внутри. Вот, друзья мои, такое чудо. Вот оно. Вот так вот тянется. Вот это сулугуни. Чудесная хачапурина, друг мой. Пальчики оближешь. Замечательно. Вы посмотрите, какая прелесть. Как у нас приготовился сыр внутри. Нежная, мягкая. Забыл сказать, если вы не готовы делать лепешки из заготовленного теста в полном объеме, вы можете заготовку целиковой лепешки, обмазанной яичком и посыпанной сыром сулугуни, просто поместить в морозилку, ничего страшного с ней не будет, как и пиццу. И в самый подходящий момент использовать ее, разогрев в духовке. Так что вот так вот. Так что, друзья мои, готовим с удовольствием, едим с аппетитом. А с вами был я, Андрей. Мне помогала Олеся за кадром. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Нажимайте на уведомления, будет много всего интересного. Присоединяйтесь к нашей кухне. Всем добра, радости. А мы прощаемся с вами на канале «Счастье есть». Всем пока.